Всем привет! Продолжаю мерить геометрию на своем автомобиле. По поводу расстояния между центрами стоек задавал вопросы на Drive2. И в итоге мне там на данный момент еще ничего толкового не ответили. Кроме того, что дали контрольные размеры, которые у меня уже были, которые я вам в прошлом ролике показывал. По-моему, это тот же самый рисунок. Ну, по крайней мере, один из них точно там был на драйве. В общем, ничего толкового так и не выяснилось. Сейчас хочу установить правильно эту нить, потому что в конце прошлого видео я ее просто натянул вот так и отснял концовку. Сейчас точно все промеряю, зафиксирую нить посередине и сделаю еще дополнительно, наверное, как-нибудь либо вот отсюда, либо отсюда, ну вот отсюда, протяну ее вот так по центру лобовухи и как-нибудь вот так, наверное, и вниз и туда. И буду мерить расстояние до центров стоек от нижней нити, чтобы не опускать там перпендикуляры вот от этой нити. Кстати, нить довольно толстая, поэтому осевой линией машины будет считаться середина данной нити. Ну, в общем, я работаю, а вы слушайте музыку. В общем, получилось как-то так. Там завел за рулевую рейку, а здесь изначально хотел пропустить нитку сюда и здесь как-то закрепить и потом поднять сюда наверх, потому что изначально думал, что вот это отверстие, оно как бы не показатель, потому что ни в каких контрольных размерах не указывается оно. Но в итоге вот даже положил сюда саблю, так называемую, чтобы она фиксировала, но она натяжку не дает. Поэтому пришлось все-таки цеплять за это отверстие. Там опять через люк пропустил. Я почему говорю опять? Я же его всего один раз пропустил через люк. Ну ладно. И здесь
не видно. Короче, вот теперь видно. В общем, сделал так. Просто просунул и все. Сейчас еще раз выставлю нить. Нормально. И буду уже пытаться мерить. Все еще никак не начну мерить, хотя уже вплотную к этому приблизился. В итоге пришлось все-таки переделать то, что я тут намутил, скажем так. Проверял положение вот этих двух веревок относительно друг друга с помощью вот такого отвеса. Хотя вертикаль в данном случае не показатель, потому что не факт, что автомобиль стоит ровно. Пол насыпной. И здесь ямы могут быть в каком угодно месте. И вообще гараж построен не очень хорошо. Вот эти швеллера там с той стороны выглядывают. Это даже не швеллера, а рельсы. Я даже догадываюсь, откуда они здесь взялись. Ну и вот специально для вас снимаю момент истины. Я сам еще точно не знаю, что я тут намеряю. Я мерил только с этой стороны. Здесь примерно 527. Специально, чтобы не мелькать перед камерой, обойду машину сзади. Должно быть, кстати, 533. Ну и что мы видим? 526 примерно. Вот такие вот дела. Не смотрите, что эта веревка немножко прослабленная. Она нам не показатель. Не знаю, как я мерил вот отсюда до сюда и до туда. У меня что-то разные значения получились. Ну, может, как-то неправильно. Из-за того, что рулетка у меня вот такая, а не вырезанная. Вот здесь, как некоторые любят, вот так зубчиком как бы делать. Так удобно цеплять. Может быть, из-за этого погрешности появилась. Не поверил своим глазам. Чуть-чуть подвинул. Вроде как эта веревка сдвинулась. И сейчас еще раз померяю. Уже вот так напрямик. 525. Там я просто чуть-чуть перекашивал рулетку. Да, вот такой я косипор. Я перекашивал рулетку. Так, и теперь здесь. Палки. Нет, надо все-таки натянуть хорошо эту нитку. Примерно 526, что ли. Не сдвинуть бы. Блин, а. Хрен его знает. Ну, примерно одинаково. Плюс-минус миллиметр. Так что, считать ли это заводским косяком все-таки? Вот я не знаю.
Еще хочу показать одну разошедшуюся сварную точку. Не знаю, видно или нет, но вот она сама эта точка, да? И вот ее я показываю гвоздем прямо края. И даже вот туда вот подметал немножко. Заходит. Так что если и разошлось это место, то буквально чуть-чуть. Здесь тоже вроде как трещина, да, разошедшийся металл. В общем, какой-то загадочный у меня автомобиль просто. Металл вроде как и разошелся. Но чисто получается, что вот эту одну точку повело. Да? И за счет нее, что ли, вывернула стойку. Может быть, вот здесь только немножко заломило. В общем, надо еще мерить высоту стаканов. Сейчас посмотрю еще с той стороны. Здесь вроде как все ровно. Ну и в общем-то все то, что я сейчас сказал, натолкнуло меня на интересное открытие, навело. Вернее, не знаю, как сейчас получится или нет показать. Хотел я померить высоту стакана. И выяснилось, что вот в этом месте он завален. Вот он идет залом. По ходу. С этой стороны он более-менее ровный, не считая вот этой блямбы. А с той стороны заломчик присутствует. Так что теперь еще хочу померить расстояние, именно попытаться померить вот от этой шпильки до центра и также там. И теперь самое интересное, выяснилось, что расстояние это одинаковое. Как это не смешно звучит. Но залом там очевиден. Блин, а. Попробовать померить, что ли, расстояние именно до самих брызговиков. Не знаю. Да, тяжко жить без нивелира. В общем, расстояние вот где-то отсюда до сюда и до туда показывает, что примерно одинаковые. Пытался померить расстояние вот от этого края до того, ну, примерно на уровне вот этого отверстия, вот этого. Тоже плюс-минус, но точно померить не смог. Залом явно, ну, видно, что есть немножко заломлено. В общем, мой мозг сейчас закипит просто.
немного покажу вам окрестности моего гаража. Вот это железная дорога, которую периодически слышно на видео. Зима сейчас. Сегодня у нас 19 января. Вот этот высокий мой гараж. Рядом вот такая вот постройка. Какая-то левая. Ну, это гараж, по сути, но он к кооперативу не относится. Снег идет, довольно-таки холодно. Но в гараже, в принципе, можно работать. Не знаю, сколько тут градусов, потому что градусник до сих пор нагло врет, показывая, что сейчас примерно -7. Но, тем не менее, вода в бутылках не мерзнет, а это значит, что температура в плюсе. Задавал вопрос на драйве по поводу расстояния между центрами стоек. Я уже говорил о том, что я писал там, но комментарий там всего один нормальный, информативный. Все остальные там давали контрольные размеры. В том числе я, по-моему, уже упоминал, что мне прислали те размеры, по которым я меряю, ну там в другом телефоне они у меня сохранены. Да, я веду в данный момент съемку на телефон. В общем, там писали, что надо мерить, надо комплексно смотреть туда-сюда и так далее и тому подобное. И один нормальный, здравомыслящий человек мне написал, что, оказывается, с течением времени от старости это расстояние меняется. То есть, по сути, надо сейчас накинуть крылья и капот и посмотреть по зазорам. И, в общем, какая проблема у меня? Во-первых, крылья явно нормально не станут, потому что вот эта штука завернута, ее надо отрихтовать. Ну и, наверное, отпилить, ампутировать, скажем так, все лишнее. И после этого придумать какую-нибудь приспособу для того, чтобы разводить стойки. Причем разводить желательно так, чтобы не деформировалось вот это отверстие. Соответственно, какой может быть вариант? Либо снять эти стойки и поставить машину на подставке и смотреть уже. Либо с тех, которые у меня имеются стойки, открутить как-то вот эти части верхние и что-то мастырить из них. Но в любом случае надо так или иначе ставить машину на подставке. Но сейчас я хочу сперва попробовать выровнять вот эту штуку и попытаться отпилить моей пилой. Но я сейчас, конечно же, ее не найду, как всегда. Попытаться ей отпилить что-то. Дело в том, что
Пила у меня в неизвестном состоянии и в неизвестном месте находится. Потому что эту пилу я тупо нашел у моих друзей, она им оказалась не нужна. И я не знаю, насколько она острая. Я даже не знаю, где она находится. Блин, вроде ж недавно ее находил. Вот сейчас там что-то двигается по железной дороге, но не знаю, где эта пила. Короче, буду пытаться выровнять эту фигню. Немного выровнял эту штуку и решил попытаться ампутировать поврежденные части. И столкнулся с неожиданной проблемой. После того, как я пропилил вот первый стык металла, потому что, ну не стык, а как сказать. Короче говоря, здесь он разошелся. Вот здесь два металла свариваются вместе, а здесь они разошлись. Вот получается первый и вот там второй. Когда я первый слой металла распилил, у меня закусило пилу. Может быть, вам покажется странным, что я это делаю обычной ножовкой, потому что денег на хорошую болгарку у меня нету. У меня деньги есть только на те болгарки, которые пилят по пол машины. Потому что, когда я серого распиливал, тоже, как и в случае с белым москвичом, ровно пол машины. И все, и редуктор стерся. На хороший инструмент пока что денег нету. Поэтому делаю так. В итоге отстучал вот здесь зубилом. Пытался еще там тоже зубилом отстучать. Тем более, что там все равно металл порванный. Я имею в виду вот здесь. Вот в этой щелке. Но не получилось. Так что теперь есть где развернуться, и можно упереться куда-нибудь, попытаться упереться куда-нибудь в лонжерон. И вот эту часть вытянуть и попытаться выровнять брызговик. Пытался каким-то образом, уперевшись домкратом вот сюда, выровнять вот этот изгиб. Но это привело к тому, что вот здесь получилась небольшая вмятинка. Но это еще в принципе не поздно исправить. И также домкрат вместе с системой всех деревяшек норовит упасть. Когда вы сами ремонтируете свой автомобиль, вы должны просто, я имею в виду после аварии, просто должны включить в себе кулибина, чтобы придумать, как без использования дополнительного оборудования отрихтовать то, что у вас повреждено. Вот и у меня проблема. Пытался как-то задавить вот этот вот выступ. В общем, действовал на него вот так. Но дело в том, что крыло выдавливается в том числе и вот в эту сторону. А мне его сюда выдавливать ну совсем не нужно. Думал, может быть, как-то упереться сюда, но дело в том, что там я отпилил, и еще и вот здесь почти до конца порвано. Так что этот вариант тоже отпадает. Неплохой вариант был бы раздобыть где-нибудь зажим и таль, выкатить машину на улицу, прицепить вот сюда зажим и талью прицепить к одному из блоков, стоящих возле моего гаража. Но дело в том, что на улице зима, снег,
И я думаю, что машина просто не устоит на снегу и будет двигаться в сторону блока. Тем более она еще и на летней резине, и вообще это голый кузов, который очень легкий. В общем, мой мозг опять закипает. Наконец-то вроде как решение найдено. Вставив домкрат вот таким образом, я добился того, что у меня немного ушел вот этот выступ. Конечно, она идет еще и здесь, но это не столь важно. Мне главное убрать вот этот выступ, потому что на донорской детали там все отрезано, ну, почти в стык. Буквально там какой-то сантиметр. Не очень удачно я отрезал, конечно, можно было бы и больше. Решение оказалось не совсем удачным, ибо выгнуло вот эту и без того кривую пластину. Но думаю, что я на правильном пути. Продолжаю мучиться. Придумал попробовать вот таким образом. Вроде как идет. Я, к сожалению, не знаю, до каких пор надо вытягивать арку, выдавливать ее именно вот в таком направлении. В общем, использовал еще вот тот домкрат. Просто один из вот этих кубиков подложил сюда, уперся в его угол домкратом и вот оттуда отжал. В общем, вот это плоское место, это как раз в результате этого воздействия получилось. Положил доску так, чтобы она там касалась сварного шва. Здесь по краям отверстий, ну, которыми крепится подмоторная балка. Чисто так совпало. Ну и теперь буду смотреть, сколько здесь. Сейчас возьму рулетку. В общем, тут померил 5,4. Блин. А тут я как померю? Никак я не померю. В общем, фигню я сказал. Никак я не померю, потому что здесь-то я могу по краю доски померить, а там я не могу по краю доски померить. Поэтому нифига. В общем, примерно я вот так выведу, наверное. А там уже будем плясать от того, как станет вот эта ерунда. И под нее и буду равнять. Так что это все пока предварительно. В общем, снял домкрат. Вернулась, конечно, но уже явно определенные движения есть. Надо теперь как-то тянуть вот эту сторону, как-то вытягивать.
Я надеюсь, что вы видели, как происходила рихтовка. Да, я уперся в колесо, но при этом я, в принципе, уже вывел вот этот стык на тот уровень, на котором он должен находиться. Померил там. Короче, от вот этих, ну, от лонжерона, в том месте, где вот эти отверстия, до этого канта 20 сантиметров. И еще осталось вот здесь громадная складка, которую я пока не знаю, как рихтовать. Может быть, сейчас еще вторым домкратом тоже в колесо упрусь и попробую подавить. Да, еще вот эта дощечка, она тут примерно держит тоже нужный уровень. Ну так, приблизительно там плюс-минус. Еще раз повторяюсь, эти размеры выводятся, как бы сказать, начерно. Потому что потом я все это буду выводить уже окончательно, когда будет вживляться кусок донорской морды. Уперся вторым домкратом в колесо. Здесь натянул, нижний домкрат выпал. И тут выяснилось, что я немножко перетянул вот в этом месте. Вот там, ну, самый угол. Сейчас померю расстояние. Ну, точно не получится померить. Опять-таки из-за этого перетянутого угла. Немножко она, да елки-палки, немножко ушло. Сейчас, наверное, верну назад этот угол. А с этой стороны буду контролировать как-то вторым домкратом. Что-то я так смотрел долго-долго на этот край загнутый. И подумал, а может, ну его нафиг. Все равно на донорской этот кант весь ровный. Не знаю, сейчас видно, не видно. Но он там ровный весь. Вот этот, я имею в виду, когда я говорю кант, я имею в виду вот этот сварной шов. Там он ровный. И по нему уже и буду равнять. Так что, не знаю, хочу попробовать сейчас приподнять вот эту штуку. А вообще, если честно, уже не знаю, сколько я там наснимал. Может, вы уже полчаса сидите, тупите в ящик. Так что попрощаюсь-ка я с вами и продолжу в следующей серии. Так что всем пока. Увидимся в следующей серии.